Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и мы с вами оказались в раздевалке Александра Шлеменко сразу после его победы над Йонасом Бельштайном. Обязательно подписывайтесь, скоро я выложу другие эксклюзивы с этого турнира, и скоро мы тут будем разыгрывать очень хорошие призы. Сань, ты коленом попал. Да я знаю, так вот потом после колен не стал душить, что ему уже нереально. Слушай, а по затылку можно что ли бить? Вот сюда долбил мне. Он не только это, он еще рот закрывал. Я рот закрывал. Когда бил Бельштайн? Вот. Но это запрещенное место. Вот. Ага. Обычно же вот тут говорят, ухо не было задето. Ну можно потрогать, здесь чуть-чуть шишка есть. Не, я не говорю, что это больно, это нормально, но... Есть правила. А? Есть правила. Да. Понял. Объясни, почему выбираются такие оппоненты? Ну, реально, Которые бьют по затылку? Нет, 27-летние, ну, как принято говорить, стилистически неудобные и так далее. Да слушай, кем выбирается? Мной это не выбирается. Ну смотри, у тебя же был вариант с Пальяросом подраться на этом турнире. Ну не скажу, что был, просто был один, ну может быть, да. 77. Не, ну слушай, ну а зачем тогда? Давай честно, бой был интересный, первый раунд я проиграл. Все, многие обрадовались, подумали, ну все, сейчас он сольет. А то не тут-то было. Но есть такие, особенно по телевизору, которые смотрели. А где пояс Cage Warriors? Будешь ли ты его требовать? Нет, не буду. Кто следующий? Когда бы тебе хотелось подраться? Да если честно, я сейчас готов вообще драться. Для меня было, знаешь, волнительно, потому что я проделал работу над ошибками. Если честно, я понял свои ошибки, я не буду их озвучивать. Но я знаю, я нашел и я их исправил. Я заметил одну ошибку, которую ты исправил. Ты песни поменял. Да. Это тоже, почему? Ну это очень тоже волнительно. Выходя под такую песню, нельзя проиграть. Которая начинается со слов «люди русские», да? Поднимайся скорее. Следующий промоушен, где будешь выступать. Ну, ты знаешь, когда проведет следующий турнир RCC или следующий турнир М1, на котором ты мог бы выступить? Или где это вообще может быть? Слушай, ну честно, я бы хотел выступить против... Мне все равно где. У меня есть один боец, Бруно Сильва. Мне не дает покоя. И знаешь, я с детства мечтал иметь пояс М1. Я честно говорю, это объективно, я не вру. Этот пояс я хотел. Почему? Потому что я вырос на этих боях, я вырос на ТНТ, по-моему, они шли. Я знаю всех бойцов, Амара Сулоева, Андрея Семенова и сейчас скажу, короче, всех знаю их, и как они дрались. И мне хотелось в детстве. Ну, в детстве не получилось, не в детстве, в молодости не получилось. Сейчас, может быть. Я смотрел за реакцией Хабиба Нурмагомедова. Он там аплодировал, показывал большой палец и так далее. Говорил, что за тебя болеет. Что-то из этого ты успел заметить после победы? Нет, я заметил, что перед выходом я ему махнул, он мне тоже. После выхода также. А вы, так общаетесь вот вне пересечений на каких-то турнирах? Там? Ну, слушай, мы с ним пересекались в жизни 2 раза. Один в Новосибирске давно-давно, второй раз в Америке. И сейчас все. И в Инстаграме, да? Лайки ставите друг другу. Там чаще. А в этот раз Катмен был приглашен в РСС, и он кипировал вам руки, Дмитрий, он обычно, по-моему, с боксерами работает. Как вам отличалось ли чем-то, потому что вы этому вроде бы уделяете внимание? Говорите, что в Америке там специальный человек тейпирует, в России вы иногда сами тейпировали. Как здесь, как сейчас было? Не, ну мне понравилось, как он затейпировал. Отличалось сильно, чем, знаешь, как бы... Отличалось тем, что даже не замечаешь, что у тебя оно есть на руках. Я думал, может быть, это плохо. Да я рукой не ударил, чтобы проверить, знаешь, как-то. Когда показывали раздевалку, вы о чем-то говорили? Вы давали советы, как... Нет, я рассказывал, что у меня эта кость 2 раза сломана. И там именно из-за тейпа. Больше тейпа наложить или меньше? Нет, чтобы не перетягивал просто. А когда соперник закрыл треугольник, был ли у вас шанс перевернуться, чтобы... Ну, то есть, чаще всего мы видим этот контрприем. Не, я имею в виду перевернуться, чтобы попробовать развернуть корпус. Или он очень плотно держал иногда? Когда держит треугольник, это почти нереально. А зачем? Понимаешь, что, ну, честно, тот, кто работает снизу, он тратит много сил. Посмотри, как он дышал, когда мы вышли. Я был совершенно свежий. Я лежал, отдыхал. Единственное, что меня напрягало, это удары по затылку. Самый большой его шанс все-таки попробовать задушить вас, когда был вот в эти 4 минуты? Не было ни одного шанса. Потому что на спине лежал? Ну, слушай, ну вот, пацаны все стоят, можешь их снять. Перед отъездом, не дайте соврать. Мы вот эту чушь, ну, не чушь говорю, а вот эту вот тему нарабатывали просто до усрачки. Извини тоже за жаргон. Ну, как можно было на нее попасться? Ты представляешь, я вот им показываю, учу их. Вот Петя стоит, да, у нас новенький. И потом он приезжает сюда из Омска,
И меня душат так, как я говорил ему, да, не попадись. Ну, какой это тренер, Саня, ну честно. Ну, то есть, когда он лежит на спине, он не может прогнуться и вот всем телом. Слушай, перед руками. этим боем к нам приезжал очень хороший греплер Абдурахман Беляров. Вот тоже пацаны все увидели. Мы с ним поборолись, и меня можно было задушить со спины, ну, как я, это последнее. Я не говорю, да, меня душили раньше со спины, да, было. Но в последнее время, как он там одну тему показал. Но мы ее разобрали сейчас, и она уже, ну, я думаю, не сработает. Поэтому, ну, мы же не стоим на месте, развиваемся. Ну, так, знаешь, тоже по-детски взять тебя, растянуть и задушить в первом же раунде. Ну, блин, ну нельзя так, это стоит завязывать с карьерой. Бой с Бруно Сильвой, если он состоится, он будет последним в 84? Скорее всего. Если он 77 не захочет. Шутка, конечно. Ты знаешь, что и его, и Бельштейна привез в Россию один и тот же агент? Я видел его. Смотрите, вы, когда мы последний раз видели ваш бой, вы дрались... Ты, можно я добавлю? Да. Я добавлю, знаешь, что такая разница? Агент у них был один, а знаешь, в чем разница была? В чем? Потому что когда Имперас приехали, он просто оказался в нужное время, в нужном месте. А сейчас он оказался в ненужном месте, в ненужное время. Под злого Шлеменко попал? Нет, под свободного, можно сказать, агента. А до этого занятого в дебильной организации. Вот и вся разница. Когда мы последний раз были на вашем бое, это был Беллатор, и мы понимаем, что там в первых рядах сидело, ну, человек 10 от силы, кого вы знаете. А здесь, по сути, наоборот, сидят бойцы, с кем вы там могли тренироваться, вместе с кем вы знакомы. Не только. Вот. Губернатор сидел наш. Сидит еще несколько людей. Александр Михайлович Дубай. Вы больше Юрий нервничаете? Навражный. Вы больше нервничаете из-за этого? Ну, конечно. Ну, ты представь, не только это. Знаешь, мне до сих пор не дает покоя мой бой в Челябинске. Понимаешь, столько людей приехало, ты дерешься, но, блин, у себя, представляешь, счастливого немца нельзя же отправить домой. Хотя он и так счастливым уехал. Если честно, такие бойцы очень сложные. Они не дерутся ни хрена, только вяжутся, к тебе цепляются. И ты как клеща этого скидывает с себя. И, кстати, знаешь, у него довольно неплохо кое-что вот делает вещи. Гильотина это секретная, да? Слушай, ну гильотину он один раз сдался, потом этот не останавливался, он упал, я его еще раз взял. Ну было же, он же первый раз сдался, Саня. Да. Ну это... И гильотина просто... тоже сразу, ты пишешь, Саня? Конечно. Гильотина получилась только потому, что я с колена попал в голову. Он был тряханутый, потому что если бы не был, я бы его душил. Вопросы Александру Шлеменко сразу после боя задавали Александр Лютиков и Вадим Тихомиров. Но на этом не все. Сейчас я посплю и буду делать видео о том, что вообще происходило на этом турнире в Екатеринбурге. Вы узнаете, о чем говорили Джош Барнетт и Александр Шлеменко, при каких условиях Барнетт готов подраться с Александром Емельяненко. И, наконец, специально для вас я снял, как Хабиб Нурмагомедов болел за Шлеменко. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и розыгрыш призов. Что, конфеты все съел? Да. Саша, блин. Ну, видишь, как вот. Вот так. А я возьму на себя, что? Бери. Да, я съем. Я не ел вообще. И они с корешем вместе сели. Алло. Я вообще ни одной не видел даже. Посмотрите, какое у него лицо. Еще кто из нас съел конфеты все. А вот здесь самые большие щеки.